Глава 12. На утро после. Утро началось с голоса по громкой связи. Он разбудил не столько громкостью, сколько интонацией, чуть более бодрой, чем обычно, с тем самым оттенком, который обещает что-то кроме расписания инструкций. Анна лежала, глядя на потолок, когда динамик над дверью щелкнул, и по-английски, потом по-немецки объявили стоянку в порту на несколько часов. Слово «город» прозвучало несколько раз, с указанием, что до центра можно дойти пешком или доехать на шаттле. Томас пошевелился на соседней кровати, перевернулся на спину. «Эконом-вариант экскурсии», — пробормотал он. «Выйди и выжги шею». «Зато бесплатно», — ответила Анна. Они поднялись не спеша. В коридоре уже было оживленнее, чем в прошлое утро. Люди в шортах, платьях, с рюкзаками, некоторые с маленькими чемоданами, явно собирающиеся сойти окончательно. В зале для завтраков царил привычный шум, но разговаривали сегодня больше. Слово «порт» повторялось в разных языках, как ремонтный мотив. Они сидели у окна, откуда был вид на кусок причала. Серый бетон, металлические конструкции, дальше полоска воды и белые борта других судов. Томас ел яичницу, просматривая на телефоне расписание стоянки. Анна ковыряла булочку, больше слушая вокруг, чем думая о еде. «Можно выйти, пройтись по набережной», — произнес Томас, не поднимая головы. «Здесь, похоже, недалеко до центра. Минут 15 пешком». «Можно», — сказала Анна. Она представила этот день иначе. Остаться на борту, полутихий корабль, когда большинство ушло в город. Те же коридоры, те же лестницы, томление между каютой и баром. Вечером ощущение, что время прошло как-то само. Если мы останемся, все опять сведется к ковролину и стенам. Мысль промелькнула и застряла где-то внутри, не оформляясь до конца, но уже мешая сказать «давай просто отдохнем». Она не успела решить, как именно сформулировать это вслух, когда рядом раздался знакомый голос. «Можно присесть?» — спросила Лена. Лена стояла с подносом, на котором было слишком много маленьких тарелок. Йогурт, хлеб, ломтики сыра, фрукты. «Конечно», — сказал Томас, отодвигая стул. Макса за ней не было. Он появился через минуту с кофе, уже без подноса, балансируя двумя чашками. «Удобно, когда кормят где бы ты ни был», — заметил он, ставя чашки на стол. «Единственный минус — нужно самому придумывать приключения». «Ну, как скажете», — отозвалась Лена. «Вот как раз по поводу приключений. Мы думали сбежать в город на пару часов. Набережная, кофе. Может, до старого центра дойдем, если не расплавимся. Если вам не хочется сидеть в железе, пошли с нами». Анна на секунду застыла. Она видела, как через стекло в Нилу по причалу уже движутся люди, как кто-то снимает на телефон вид на корабль. Мелькнула привычная отговорка. «Может, мы сами как-нибудь?» И тут же столкнулась с собственной же картинкой коридоров и каюты. «Сколько у нас времени?» — спросил Томас. «Часа 4», — ответил Макс. «Потом нас нежно выгонят обратно на борт и увезут дальше». Томас покосился на Анну. Она встретила его взгляд. Внутри коротко качнулась. Если сейчас отказаться, потом будет поздно передумать. «Пошли», — сказала она. «Глупо сидеть в каюте, когда под боком город». Он кивнул. «Согласен», — поддержал он, «тем более, если уже нашли себе местных проводников». «Мы местные ровно настолько, насколько можно быть местным на чужом побережье», — усмехнулась Лена. «Но дорогу до кофе найдем». Выход с парома был и похож на аэропорт, и нет. Тот же поток людей с рюкзаками и сумками, те же коридоры с указателями, только вместо гейт — Мьюэлл, вместо табло вылета — расписание причалов.
Теплый запах дизеля смешивался с соленым воздушным потоком с моря. Солнце, казалось, было ближе, чем на корабле. Оно отражалось в стекле здания терминала, бросая в глаза, когда они вышли по трапу. Перед зданием стояли такси, белые и желтые, пара автобусов с надписями «Центра» и «Плая». Люди с табличками от отелей. За шеренгой машин открывался вид на пальмы, ровной линией, выстроившейся вдоль дороги, и на бело-песочные фасады домов дальше по склону. «У нас есть выбор». Макс огляделся по сторонам. «Быть разумными и сесть на автобус, или быть упрямыми и идти пешком?» С учетом того, что на корабле мы и так сидим, Лена поправила лямку рюкзака, я за упрямство. «Я тоже», — подхватила Анна. Томас посмотрел на ее лицо, чуть прищурившись от солнца, и пожал плечами. «Пешком так пешком», — заключил он. «Все равно полезно разогнать кровь». Они пошли вдоль набережной. Справа море, со стеклянной гладью у кромки причала, и легкими ленивыми волнами дальше. Слева белые здания, кафе с выдвинутыми тентами, магазины с открытками и шляпами, вывески на испанском и английском. «Видите?» — Макс кивнул в сторону группы туристов в одинаковых шляпах и рюкзаках. «Это будущие герои наших фотографий. Мы будем на их фоне притворяться, что мы другие». «У нас уже другие», — бросила Лена через плечо. «У нас нет одинаковых шляп». Анна улыбнулась. Шутка была простой, но в ней было что-то освобождающее. Никто не пытался быть особенно остроумным, просто играли с тем, что видели. Солнце грело плечи, ветер с моря чуть охлаждал шею. Анна чувствовала, как с каждым шагом ее тело привыкает к этому свету, как будто оно вспоминало, что умеет находиться вне кондиционированных помещений. «Какой по счету у вас этот порт?» — поинтересовался Томас. «Если считать только те, где мы не потерялись», — задумался Макс, — «то, наверное, 6-й. Если честно, я перестал считать. В одном я сел не в тот шаттл», — добавил он через пару секунд. Все поехали в центр, я каким-то образом оказался на рынке среди ящиков с апельсинами и криков на языке, который понимал только по интонации. Это было мое самое продуктивное культурное обогащение. «И что ты сделал?» Анна с любопытством взглянула на него. «Купил апельсин», — развел руками Макс. «Думаю, это был очень взрослый выбор». Лена фыркнула. «Ты еще забыл, что пытался спрашивать дорогу у мужчины, который думал, что ты хочешь купить его прилавок?» — подколола она его. «Я всегда выгляжу как человек, который готов принять серьезное решение, даже если просто ищу туалет». Анна рассмеялась. Смех вышел неожиданно легким, без привычной поправки, не слишком ли громко и не обидно ли кому-то. Он просто вырвался и рассеялся в воздухе вместе с криками чаек. Она поймала себя на том, что давно так не смеялась, ни над шуткой в сериале, ни из вежливости в компании, а просто потому, что ей было смешно. Мысль промелькнула и не стала оформляться в заключение, просто отметилась как галочка где-то в глубине. Томас шел рядом, слушая. В какой-то момент он добавил: «Если бы ты купил прилавок, у тебя хотя бы была бы понятная схема, что делать дальше. Апельсин — гораздо более рискованный выбор». «Потому что его нельзя оптимизировать?» — уточнил Макс. «Потому что он закончится слишком быстро», — объяснил Томас. «А ящики с апельсинами уже система». Макс поднял руку, будто сдаваясь. «Видите?» — он обратился к Анне. «Я рассказывал эту историю много раз, но никто еще не превращал ее в лекцию по системному мышлению». Анна заметила, что Макс действительно оставляет паузы, дает другим договорить, подхватывает их реплики, не перекрывая. Он не пытался забрать разговор себе, скорее как будто подбрасывал мяч и смотрел, кто подхватит. Кафе они нашли не сразу. Старый центр вела улица, которая постепенно сужалась, превращаясь из широкого проспекта с пальмами в более тесную, с домами, стоящими ближе друг к другу. Фасады были выгоревшими, местами облупившимися, с зелеными и коричневыми ставнями, балконами с бельем и цветами. Они выбрали террасу в тени навеса. Металлические столики, стулья с плетеными сиденьями, под ногами потертая плитка. На соседнем столике уже стояла корзинка с хлебом и блюдце с оливками.
Официант с темными волосами и серьезным лицом принес меню. Лена уверенно заказала по-английски, вставляя несколько слов по-испански. Макс добавил еще пару блюд, чтобы не умереть от культурного шока. Когда кофе и вода оказались на столе, разговор сам перетек к более личному. «Вы давно так путешествуете?» — начал Томас. «Вместе, я имею в виду. В смысле, по кораблям или в смысле вообще?» Вопросом на вопрос отозвался Макс. «В смысле, вот так, как сейчас?» Томас сосредоточенно посмотрел на них. «Не как семья по путевке, а как...» Он поискал слово. «Как люди, у которых есть свой маршрут». Лена посмотрела на него, потом на Анну, как будто проверяя, насколько можно говорить прямо. «Это не сразу было», — призналась она. «Сначала у нас была очень правильная жизнь. Работа, обязанности, так надо, так удобно. Мы были хорошей парой, всем подходили. И себе тоже?» — тихо спросила Анна. Лена усмехнулась. «Себе мы подходили по умолчанию, как мебель, которая уже стоит в комнате, когда ты в нее въезжаешь. Ты же не каждый день спрашиваешь: «Этот шкаф мне все еще нравится?» Он просто есть». Она помолчала, перемешивая ложечкой сахар в кофе. «А потом была ночь», — продолжила она, глядя в чашку. «Ничего особенного. Нам нужно было решить, кто поедет в аэропорт встречать его родителей. 3 часа утра, 2 часа дороги, следующий день на работе. И мы оба так искренне не хотели этого, что полчаса спорили, опираясь не на то, кому легче, а на то, кто уже достаточно сделал в этой жизни». Макс улыбнулся краем рта. «Да, я тогда блестяще доказывал, что мой трудовой вклад в человечество выше, и я имею моральное право спать. В какой-то момент...» Лена подняла глаза на Анну. «Я поймала себя на мысли, что мы как будто торгуемся за право быть живыми, и что ни один из нас не хочет этого делать не потому, что мы плохие, а потому, что мы выжаты. Мы ничего не ломали в ту ночь. Мы просто впервые вслух признали, что нам это все не подходит. Не ты плохой, не ты виноват, а нам двоим так плохо, как сейчас». Анна почувствовала, как внутри отзывается это «нам». Не я, не он, а именно нам, как общему организму, который все время держит вид, что ему комфортно. «И что было дальше?» — не удержалась Анна. «Дальше мы какое-то время делали вид, что этот разговор был, перегибом», — припомнил Макс. «Удобно же. Устали, перегорели, не считай. Но раз ты однажды уже честно признал, что тебе тесно, обратно в эту мебель до конца не влезешь. У нас был период, когда мы разговаривали, потом снова замолкали, потом пытались жить как раньше, потом опять все выползало. Не было такого, что мы героически решили и стали свободными. Скорее, нас понемногу выдавило из старой картинки». Она пожала плечами. «Мы ничего не ломали. Мы просто перестали делать вид, что нам все подходит». Слова легли ровно, без торжества. Анна почувствовала, как они цепляются за что-то внутри. Она не стала разбирать, за что именно. Просто почувствовала, что там есть что-то похожее. «Я очень долго изображал человека, который все выдержит и всем все объяснит», — признался Макс. «Оказалось, ей нужен не герой, а тот, с кем можно иногда не держать лицо. Это было неприятным открытием для моего тщеславия». Анна улыбнулась. Томас тоже, но его улыбка была более сдержанной. «А не было страшно, что все развалится, если перестать постраиваться?» — негромко спросил он. Лена задумалась на секунду. «Было. И не один раз. Мы пару раз почти закрыли тему. Сказали себе: ладно, живут же люди. Но каждый раз через пару недель возвращались к тому же месту. Страшно было. Но в какой-то момент страшнее стало представить, что так и доживем. Как будто все в порядке, только нас в этом порядке нет. Как будто нас нет». Эта формула ударила куда-то под ребра. Анна вдруг очень ясно представила их с Томасом со стороны. Двое людей, у которых все правильно, и при этом
каждый день немного меньше себя. Она не стала додумывать дальше, просто отодвинула мысль чуть в сторону, не прогоняя. После кофе и оливок они пошли дальше, по узкой улице, которая вывела их к небольшому скверу. Там были высокие деревья, дающие густую тень, лавочки, на которых сидели старики, и дети с мячом, который периодически выкатывался на дорожку. Воздух был смешан. Запах листвы, жареного чего-то с ближайшего лотка и легкая кислота апельсинов, продающихся в киоске у входа. Возле лавки с мороженым стояла пара, целующаяся так, как будто вокруг никого нет. Он держал ее за талию, она за шею, и все их внимание было сосредоточено на друг друге, как будто это был отдельный климат. Красивая рекламная картинка. Томас неодобрительно хмыкнул. Почти как на баннере. Только без логотипа, добавил Макс, или с логотипом «Нам все равно, кто смотрит». У меня раньше такие сцены вызывали раздражение, вздохнула Лена. Типа, ну, уведите это в частное помещение. А теперь я, наверное, больше завидую тому, что им хотя бы не стыдно, что они живы. Она сказала это спокойно, без довисливой злости, скорее как наблюдение. Мы в какой-то момент поняли, что верность — это не только табличка «нельзя» на двери. Пока есть живой интерес к друг другу, все эти таблички даже не главные. Как только интерес умирает, никакие запреты уже не чинят. Он помолчал, глядя куда-то мимо, на детей с мячом. Я не философ, если что. Я сам до сих пор иногда не понимаю, что делаю. Просто знаю, если все время только держаться, 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 в какой-то момент уже нечего держать. Пусто. Последняя фраза прозвучала чуть неловко, как будто он сам услышал в ней слишком большую серьезность. Он тут же сгладил. «Это я не лекцию читаю. Это я о себе напоминаю, когда начинаю паниковать». «Все равно страшно», — тихо произнес Томас. «Красиво не отменяет страшно». «Конечно», — согласился Макс. «Страшно — это нормально. Вопрос только, чего ты больше боишься? Что кто-то уйдет? Или что все останутся, но будут жить как соседи по общежитию?» Анна слушала и вдруг поймала себя на том, что ей не хочется спрятаться от этих слов. Не хотелось сказать «ну хватит, это не для нас» или «мы вообще-то другие». Было странное ощущение, что этот разговор касается их, но как будто издалека через стекло. Ей не хотелось это стекло снова делать толще. Они вышли из сквера на более шумную улицу. Машины, скутеры, туристы, витрины с одеждой и сумками, вывески и тенты кафе. «Осторожно», — предостерег Томас, когда они подошли к пешеходному переходу. «Здесь, похоже, светофор — рекомендация». Светофор действительно моргал желтым. Кто-то из местных уверенно шагал на дорогу, едва притормозив. Анна смотрела не на машины, а на фасад дома напротив. Выцветший с облупившейся штукатуркой, на балконе красная простыня, развивающаяся как флаг. Она на секунду задумалась, о чем бы мог быть их отпуск, если бы они приехали сюда одни, без корабля и расписаний. Машина на правой полосе дернулась вперед чуть раньше, чем она ожидала. Шум двигателя, короткий рывок, и в этот момент кто-то, резко, но не грубо, взял ее за локоть и потянул к себе, назад, на пару шагов от бордюра. Это было быстро. Тепло пальцев через тонкую ткань, резкое движение тела, запах чужого дезодоранта, смешанный с жарким воздухом, и все. «Осторожно!» — раздалось у самого уха. Она не сразу разобрала, чей голос. У Макса и Томаса были похожие тембры в этой краткой тревоге. Они оба стояли рядом, слишком близко, чтобы можно было однозначно решить. Сердце у нее коротко споткнулось, потом ударилось сильнее. Воздух застрял в груди, а потом вышел чуть громче, чем надо. Она почувствовала жар в лице. Не от солнца, а от того, как резко тело напомнило о себе. Никаких больших выводов не было. Только очень простое, почти детское ощущение. Меня коснулись, и я это почувствовала. «Все нормально?» Томас обеспокоенно заглянул ей в лицо. «Да», — зазевалась.
коротко выдохнула Анна. «Бывает», — улыбнулся Макс. «Город красивый, а машины не всегда об этом знают». Он сказал это легко, без намека на героизм, и руку убрал сразу, как только стало понятно, что она стоит устойчиво. Они пошли дальше, и сцена растворилась в общем шуме. Но внутри у Анны ощущение чужой руки на локте еще какое-то время не рассеивалось. Не как конкретный образ, а как след, легкая вибрация под кожей, от которой не хотелось отмахиваться. «Я люблю Томаса. Я не хочу другой жизни, в которой его нет». Следом, чуть тише, появилась другая, не совсем мысль, скорее ощущение, что то, что с ней произошло, пока ни о чем не говорит. Просто факт. Тело умеет реагировать. Хорошо это, плохо, ответа не было. Где-то на самом дне мелькнуло еще одно. Было бы странно, если бы я вообще ничего не почувствовала. Но оно проскользнуло и ушло, как рыбка под водой, не дав себя рассмотреть. Обратно к порту они возвращались под более мягким светом. Солнце уже клонилось, тени от пальмы вытягивались на плитке набережной длинными полосами. Море чуть потемнело, стало более густым по цвету. «Ну вот», — заключила Лена, когда впереди показался силуэт их корабля, — «наш плавучий дом снова зовет». «Железная гостиница. С опцией всегда вместе», — дополнил Макс. «И с опцией некуда деться», — вырвалась у Анны, и она сама удивилась своей смелости. «Зато с видом», — уравновесил Томас. «Это больше, чем у многих офисов». У терминала они задержались ненадолго. Люди стекались к входу, кто-то делал селфи на фоне судна, дети капризничали, кто-то на ходу доедал мороженое. «Мы, наверное, вечером все-таки заглянем в бар», — сообщила Лена, глядя на расписание посадки. «И если не вырубимся по дороге в душ, если будете там, махните». «Посмотрим по силам», — уклончиво ответил Томас. «Я уверена, что у вас есть карты ресурсов», — Макс, понимающе кивнул. «Но если что, мы будем там, где наливают, и видно море». Они не договаривались ни о чем конкретном. Не было обмена телефонами, надо обязательно еще встретиться, никаких «только никому не говорите». Они просто пошли к терминалу вместе, а потом разошлись по разным коридорам. В каюте воздух казался другим после улицы. Более плотным, более замкнутым. Анна опустилась на край кровати, не разуваясь, и несколько секунд просто сидела, глядя на закрытую дверь. Томас открыл шкаф, начал проверять, все ли на месте, будто им предстояло немедленно собираться. «Ну как тебе день?» — поинтересовался он, не оборачиваясь. Анна задумалась. Не потому, что не знала ответа, а потому что одно слово не помещало то, что внутри. «Хороший, живой», — сказала она наконец. Он кивнул, как будто этого было достаточно. «Устал?» — спросила Анна. «Немного», — признался Томас. «Но так приятно устать, как после нормальной прогулки, а не после того, как весь день что-то доказывал». Он закрыл дверцу шкафа и сел на свою кровать. Между ними было то же расстояние, что всегда, но Анне казалось, что в этом расстоянии теперь что-то появилось. Она не могла назвать это, просто чувствовала, что пустота там уже не совсем та. В душе теплая вода стекала по плечам, смывая соль, пыль, жар. В голове у Анны кружились обрывки дня. Солнечные пятна на столе в кафе, голос Лены, говорящий: «Мы просто перестали делать вид, что нам все подходит», смех Макса над самим собой, его фраза про «нечего держать», и короткое, почти мгновенное ощущение чужой руки на ее локте. Она понимала, что в этом дне не было ничего, что можно было бы предъявить как факт. Не было измены, не было даже флирта. Они гуляли по городу, пили кофе, разговаривали. Но что-то все равно изменилось. Не снаружи, внутри, как будто в ней тихонько повернули ручку, и привычный фон чуть изменил громкость. Не до конца ясно было, в какую сторону, стало громче или тише, просто по-другому.
Лежа в полумраке каюты, глядя на потолок, Анна поймала себя на том, что ей не получается отнести этот день в ящик обычных. Мысли все время возвращались к нему, к тем моментам, которым вроде бы не полагалось быть важными. Сегодня было что-то такое, чего раньше не было. И как бы не хотелось списать это на солнце и кофе, внутри уже не выходит сделать вид, что это просто прогулка. Мысль не сложилась в красивую формулу и не успокоила. Она просто лежала где-то рядом, зудя, как нитка, выглянувшая из шва, за которую пока еще никто не тянет, но ее уже невозможно не видеть.